Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких вот красивых кроссовок. Они выглядят очень нежно за счет того, что такая интересная пряжа использована. Вяжутся они очень просто, и я думаю, что любой из вас, кто даже никогда не вязал обувь, просмотрев этот мастер-класс, может с этим справиться, потому что я записала все очень и очень подробно. Друзья, все материалы и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны, поэтому если вы смотрите сейчас это видео и вы еще не подписаны на канал, то обязательно на него подпишитесь. Нажмите прямо сейчас на кнопочку «Подписаться», нажмите на колокольчик, и тогда вы никогда не забудете просмотреть новое видео, которое выйдет на моем канале. А их здесь очень и очень много. Вы можете подобрать для себя любое на свое усмотрение. Ну, а мы начинаем с вами мастер-класс. Что я использую? Подошва. Вот такую подошву я подобрала, она спортивная, 36 размер буду вязать. Очень удобная в носке, довольно глубокий бортик. Вот такая пряжа Филодискозия номер 5, это 100% каттон, на 100 граммов 272 метра. Расцветка у нее такая вот не очень сейчас видно, но она белая с голубым. Очень красиво будет ложиться в вязании, поэтому получится такой неоднозначный рисунок. 2,5 крючок. И начинаем с обвязки подошвы. Первый ряд, это будет установочный ряд. Начну я вот от центра подошвы, отсчитаю 10 отверстий. Каждое отверстие на расстоянии сантиметра друг от друга. И вот с 10-го отверстия я начну вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 10-е. 10-е отверстие я провяжу просто столбик без накида. 1. И дальше в каждое отверстие по 3 столбика без накида. Провязываем в каждое отверстие 3 столбика без накида. Если у вас подошва не пробита, вы сами ее пробивали, то отверстие через 1 сантиметр, тогда по 3 столбика. Если отверстие у вас чаще, например, через полсантиметра, тогда будете провязывать по 2 столбика в каждое отверстие. В зависимости от этого и от размера подошвы, сколько у вас отверстий получится, столько у вас и будет столбиков. Вот 3 столбика в каждое отверстие провязываем. Часто вы задаете вопрос, где взять подошвы, где я покупаю подошвы, пряжу, аксессуары все. Вы можете сейчас перейти по ссылочке, которую увидите в правом углу этого видео, и посмотреть, где я что покупаю. Ну а мы продолжаем, вяжем по кругу по 3 столбика в каждое отверстие. Вот здесь мы довязываем последние 3 столбика. И первое отверстие, где у нас 1 столбик был, мы сейчас провяжем еще 2 столбика без накида, потому что в каждом отверстии их должно быть ровно по 3. Сколько получится петель по окружности, я не знаю. Это зависит от размера подошвы. Ну и теперь в первую петлю соединительный столбик, воздушная петля подъема. И дальше в каждую петлю предыдущего ряда, сколько у вас их получилось, провязываем столбики без накида в каждую петельку. Количество петель будет зависеть от количества отверстий. У вас размер подошвы, например, 39, вот у меня я вяжу на 36. Но если вы вяжете на 39, вы просто так же сделаете отверстие через 1 сантиметр по всей окружности и в каждое отверстие провяжете по 3 столбика без накида. Вяжем сюда до начала ряда. Вот, заканчиваем этот ряд. Последние довязываем столбики без накида. Теперь соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда.
Воздушная петля подъема. И теперь мы объединяем эти два столбика. Вот под второй ряд сюда, видите, вяжем такими длинными столбиками без накида. Но крючок мы вставляем не в первый ряд, а во второй. Вот так совсем близко. Сейчас просто вам будет очень хорошо видно. Вот у нас первый ряд. Мы во второй заходим. Первый не трогаем, во второй. В каждую петелечку вниз через ряд провязываем вот такой длинный столбик. То есть мы как бы эти два ряда охватываем нитью. И у нас получается такой длинный столбик. По нижнему ряду хорошо тоже ориентироваться, все петельки видно. И провязываем по всей окружности вот такие длинные столбики. Вот так это смотрится. Заканчиваем ряд, довязываем вот сюда до первого столбика. Здесь очень несложно. Пока у нас никаких убавлений, прибавлений, просто по кругу вяжем в каждую петелечку вот такие столбики. И следующие два ряда мы повторим, первый и второй. Заканчиваем ряд, соединительный столбик в первую петлю, воздушная петля подъема. И теперь снова ряд столбики без накида из петель предыдущего ряда. Точно так же провязываем. Вот так весь ряд. Доходим до начала, и потом следующий ряд тоже вот такими длинными столбиками. То есть охватываем два ряда. Вот я показываю. Мы провязали, уже заканчиваем следующий ряд длинными столбиками. У нас получается два подряд ряда из длинных столбиков. То есть мы провязали всего 4 ряда. Теперь соединительный столбик, воздушная петля подъема и начинаем вывязывать пятку. Двигаемся теперь пяточную часть, столбики без накида из петель предыдущего ряда, но вяжем не по кругу, а вот на этой стороне. Вот середина у нас пятки. Здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот мы начали перед девятыми, перед девятой тройкой. И теперь на ту сторону отсчитаем точно так же 9 отверстий по 3 петли. Получается 27 петель. Вы можете просто петлями отсчитать, а можете вот так же точно по отверстиям, чтобы ровненько было. 9. Вот, закончились 9, и вот здесь ставим маркер. То есть мы будем вязать теперь только от начала, вот здесь, где мы начали пяточку вязать, до маркера. Это будет пяточка начинаться. И первый ряд пятки, вот до маркера, мы вяжем просто столбики без накида. Провязываем вот так сюда до маркера. В конце ряда я покажу. Вот заканчиваем ряд. Тут у нас осталось провязать 3 петли. Первая, вторая. Убираем маркер и вместо маркера провязываем последнюю петлю. Здесь вот у нас последняя петля этого ряда. И эту последнюю петлю ставим на маркер. Все, мы обозначили пяточку. Это был первый ряд. Теперь нить возвращаем в начало ряда. Вот сюда. И здесь, смотрите, вот у нас была первая петля. Мы начинаем вязать со второй. Вот вторую вяжем столбик без накида. А теперь мы опускаемся на ряд ниже и вяжем длинный столбик. Теперь снова из петли предыдущего ряда
столбик без накида, столбик без накида из петли на ряд ниже, столбик из петли предыдущего ряда, чередуем их. Вот из петли предыдущего ряда опускаемся на ряд ниже. Вот по нижнему ряду очень хорошо ориентироваться, чтобы не было лишних столбиков. Вот из петли предыдущего ряда, из петли на ряд ниже. Весь ряд вяжем чередованием вот таких коротких столбиков обычных и длинных. Из петли предыдущего ряда, из петли на ряд ниже. Вот так мы будем их чередовать до конца ряда. Если вы ориентироваться будете по нижнему ряду, вы никогда, у вас не будет топорщиться пятка, вы не пропустите ничего. Вот, то есть вы смотрите, двигаемся до маркера, смотрите вот сюда вниз, на второй ряд. Видите, хорошо видно, где у нас какая должна быть петля. Вот так всегда будет ровненько. То есть не должно у вас быть пропущенных петель или над одной петлей получиться 2 петли. Тогда будет ровненько. Доходим до маркера. Здесь вот из петли предыдущего ряда у нас столбик на ряд ниже. Снова из предыдущего на ряд ниже. И вот теперь, смотрите, у нас будет последний столбик. Вот тут осталось 2, если мы по нижнему видим, да, вот первый, где у нас маркер, и второй рядом. Вот мы во второй, вот этот предпоследний, вяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Вяжем столбик, вот вместе с этой петлей, снимаем ее на крючок, развернулась. Вот, сняли на крючок, и вот эти 3 петли провязали вместе. Вот, ставим снова маркер. Всегда ряд у нас будет заканчиваться коротким столбиком. Всегда точно так же ряд будет начинаться коротким столбиком. Протягиваем снова нить в начало ряда. И смотрите, нам нужен короткий столбик, но он должен быть над первым длинным. Вот у нас первый длинный столбик. Над ним мы вяжем первый короткий столбик. Вот, столбик без накида. А дальше, следующий у нас короткий был столбик. Так вот, над ним мы будем вязать теперь длинный. Очень тоже хорошо видно. Вот, короткий, над ним длинный. Из петли предыдущего ряда, на ряд ниже опускаемся вот в это отверстие. Потом опять идет длинный столбик, над ним вяжем короткий. У нас получаются те же самые длинные короткие столбики, только в шахматном порядке. Провязываем короткий. Теперь у нас следующий короткий, над ним длинный. Ой, сорвалась. Длинный столбик. Над длинным будет короткий. Над коротким снова длинный. Видите, в шахматном порядке получается очень красивый плотный узор. Чередование вот таких столбиков. У нас пяточка. Пяточка должна быть уплотненной, поэтому этот узор очень хорошо подходит под пяточку. Короткий над длинным. Над коротким длинный. Вот так. Вот так продолжаем вязать. Вот смотрим, где у нас длинный, над ним короткий, где короткий, над ним длинный. Ориентируемся по рядам. Тут уже не пропустим. Вот видите, предыдущий ряд здесь у нас между длинными. Так вот теперь вот здесь будут у нас длинные столбики между длинными, а над длинными будут короткие. Все, вяжем вот так, чередуя эти столбики. Последний длинный провязываем. И теперь у нас остается одна петля до маркера. Сюда идет короткий столбик. Вот так над длинным вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем ее на крючок. Провязываем вместе. Это у нас последний столбик. И переносим эту петлю снова на маркер.
Вот таким образом у нас получается, что заканчиваем мы ряд всегда коротким столбиком. Над вот этим длинным будет последний короткий следующего ряда. Потом мы провяжем следующий ряд, вот здесь будет длинный над ним, то есть все время будет коротким заканчиваться. И также начинаться тоже над длинным столбиком мы начинали. Теперь вот здесь длинный первый столбик. Потом у нас в следующем ряду вот здесь будет длинный первый столбик и так далее. То есть мы вяжем в шахматном порядке на высоту 10-12 рядов. Я покажу еще раз, как начинаем ряд. Вот первый длинный столбик находим, над ним у нас будет первый короткий столбик. Вяжем столбик без накида. Затем над коротким длинный в шахматном порядке. Над длинным короткий. Над коротким длинный. Продолжаем вязать так весь ряд. Вот это у нас начало ряда. Я думаю, что это понятно. И сейчас покажу еще конец ряда. И конец ряда заканчиваем. Вот у нас тут длинный столбик. Сейчас над ним провязываем короткий. Над коротким длинный. И последний над длинным столбиком мы заканчиваем ряд коротким столбиком, провязывая его вместе с петлей, которая у нас на маркере. Я думаю, что это понятно. И дальше в высоту на 10-12 рядов, я думаю, что вы справитесь самостоятельно. Продолжаем вязать так. Заканчиваем ряд всегда коротким столбиком, начинаем ряд тоже всегда коротким столбиком. Вот провязали мы пяточку, всего получилось у нас 12 рядов. Здесь 4 сантиметра высота, но так как у нас еще будет верхняя часть надвязываться, пятка будет 7 сантиметров высотой, поэтому этого достаточно. Теперь нить протягиваем вот сюда вниз и со следующей петли от первой одну петлю отступаем. Вот из этой петли мы начинали вязание, вот из этой начинаем вязать. Следующая петля. Вяжем столбики без накида. По всей пяточке делаем обвязку. Обычные столбики без накида. В каждую петелечку мы провязываем столбик без накида. Вот таким образом. То есть здесь у нас по боковой части как бы мы в каждый рядок провязываем. А рядок можно легко увидеть, когда мы смотрим вот на ряд по диагонали. Вот как у нас ряды вязались, вот так вот, видите, вот каждый рядок. В каждый рядок провязываем столбик без накида. Мы просто выравниваем край пятки. Делаем ее внешне очень аккуратно, красиво. Довязываем до верхнего угла. И здесь, чтобы у нас в углу не стягивалось вязание, чтобы она пятка потом ровная была, мы в угловую петлю провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. В эту же петлю еще один столбик. Разворачиваемся наверх и идем по верху. Вот так. И вяжем дальше столбики без накида. Если вы, друзья, еще со мной, не забудьте поставить лайк этому видео. Вот, пишите, пожалуйста, комментарии, все ли вам видно, понятно, хорошо ли получается. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Ну, а мы с вами продолжаем. Вяжем вот здесь по верху. Я думаю, что
не составит это труда, не забывайте ввязывать нить, которую мы протягивали. Она не должна оставаться за вязанием. Довязываем до маркера, вместе с маркером угловую петлю провязываем. И затем в эту же петлю еще один столбик, то есть 2 столбика в углу. И заканчиваем обвязку вот здесь внизу. Провязали. Дальше соединительный столбик по боковой части. Еще один соединительный столбик. Пяточку мы закончили, и нить мы эту обрезаем. Вот так у нас получилась пятка. Проверяем, чтобы она была ровненько. Но я думаю, что если вы правильно разметили количество петель с обоих сторон от центра пятки, то будет ровно. Эту нить вытягиваем, конец нити на изнаночную сторону и затем прячем ее в вязание. А дальше мы будем уже вязать перед. Находим центр. Вот у меня здесь отмечена прямо на подошве такая полоска идет. И вот над этой полоской у меня центральная петля. Ищем центр подошвы. Отмечаем маркером. Можно вырезать стельку бумажную внутреннюю и найти центр, сложив ее пополам. Ну, а у меня вот есть отметочка. 5 петель вправо отсчитываем. Привязываем все первый столбик без накида. И затем вяжем по узору. Делаем накид, пропускаем одну петлю во вторую полустолбик. То есть все вот эти на крючке 3 петли вместе. Вот так. Полустолбик. В эту же петлю во вторую еще один полустолбик. То есть одну петлю мы пропустили, в следующую 2 полустолбика. Накид, одну петлю пропускаем, в следующую снова 2 полустолбика в одну петлю. Первый. Первый полустолбик. И в эту же петлю еще один полустолбик. Вот у нас получилось до центральной петли 2 пары из 2 полустолбиков. Центральную петлю убираем. Ее мы сейчас пропустим. Делаем накид, пропускаем эту центральную петлю. И в следующую петлю 2 полустолбика в одну петлю. 1. И в эту же петлю второй. Делаем накид, пропускаем петлю и еще 2 полустолбика в одну петлю. 1, 2. Теперь вот у нас есть полустолбик, потом через одну петлю по парам 4 пары из полустолбиков. В конце пропускаем петлю и столбик без накида, точно так как в начале. Вот получилось у нас по краям 2 столбика без накида и посередине 4 пары из полустолбиков. Следующий ряд вяжем. Значит, от первой петли вперед пропускаем одну петлю, вот это первая петля, эту пропускаем, в следующую начинаем. Провязываем столбик без накида, делаем накид. И вот сюда перед первой парой, между столбиком без накида и первой парой, провязываем 2 полустолбика вот сюда. В это же место еще один полустолбик. Вот, сделали пару. Теперь накид. Между парами полустолбиков, вот здесь между ними 2 полустолбика. Вяжем все точно так, но там мы пропускали петлю, а здесь просто между этими парами провязываем по 2 полустолбика. Между следующей парой, вот здесь у нас будет следующие 2 полустолбика, вот 2 и 2. Между ними вот здесь будет 2 полустолбика. 1 и второй сюда же. Между следующей парой то же самое. 1,
второй. И теперь у нас последняя осталась вот перед столбиком без накида. Вот сюда один провязываем полустолбик, а второй вместе с петлей, которая у нас на маркере. Делаем накид, вытягиваем нить, забираем петлю с маркера. И все вместе эти 4 петли на крючке провязываем вот так, одной петлей. Пропускаем петлю в следующую столбик без накида обычный. Все, переносим петлю на маркер. Это второй ряд. Как видите, у нас все ряды одинаковые, просто у нас увеличивается количество вот этих пар. Нить протягиваем в начало ряда. Давайте вместе еще провяжем ряд. Значит, одну петлю вперед мы пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. Теперь накид. И вот сюда перед первой парой провязываем 2 полустолбика. Один и второй. Накид. Между следующими парами 2 полустолбика. Вот сюда между парами один и второй. Дальше между следующими парами 2 полустолбика. Раз, два. Продолжаем. Раз, два. Вот тут между последними двумя парами тоже вяжем 2 полустолбика. Один, второй. И перед столбиком без накида, просто без накида, да, вяжем тоже полустолбик. И затем последний полустолбик с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем ее на крючок. Провязываем все петли вместе, пропускаем одну петлю и во вторую столбик без накида. Эту петлю переносим на маркер. Очень простой узор, я думаю, что вы легко с ним справитесь. Вот такими парами полустолбиков мы вяжем. Вначале пропускаем одну петлю, со второй начинаем ряд. Вяжем столбик без накида один, а потом между каждыми, вот перед первой парой 2 полустолбика. Вот сюда. Потом между двумя парами 2 полустолбика сюда, 2 полустолбика сюда, сюда. И в конце последнюю вот под здесь вот провязываем полустолбик и полустолбик вместе с петлей на маркере. Здесь также одну пропускаем, во вторую столбик без накида. Все, вяжем вперед вот на такое расстояние, где у нас заканчиваются пальчики и вот стопа, где сгибается стопа. Вот на такое расстояние я провязала. Всего тут получилось 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, раз, 2, 3, 4, 5. Вот так 15 рядов мы провязали по переду. Теперь мы снимаем эту петлю, провязываем здесь, заканчиваем ряд, последний вот тут соединительный столбик, разворачиваемся и теперь по изнаночной стороне будем вязать. Со второй петли от крючка начинаем ряд и вяжем столбики без накида от начала до конца ряда по изнаночной стороне. Со второй петли от крючка мы теперь будем вывязывать язычок, и поэтому вяжем сейчас изнаночный ряд
столбики без накида. Изнаночные ряды все будут столбики без накида, лицевые ряды будем вязать полустолбиками. Заканчиваем ряд, вяжем его до конца, до последней петли, провязываем столбики без накида и делаем соединительный столбик по боковой части. Все, это последние соединительные столбики здесь. Дальше у нас будет язычок наверх идти, поэтому здесь начинаем вязать уже язычок. Делаем накид и во вторую петлю от крючка провязываем полустолбик. Вот так в каждую петельку полустолбик. То есть накид, на крючке вот так забираем 3 петельки, вместе провязываем накид, 3 петли провязываем вместе. Полустолбики весь ряд от начала до конца. В конце ряда мы уже не будем делать соединительный столбик, сейчас покажу. Вот так последние довязываем тут петли, полустолбики, доходим до последней петли, провязываем полустолбик в последнюю петлю, дальше воздушная петля подъема и разворачиваемся наизнанку. К боковой части мы уже здесь не прикрепляемся. Изнаночный ряд начинаем вязать со второй петли от крючка, так как первая у нас заменяет воздушная петля подъема. Вяжем столбики без накида весь ряд от начала до конца. В конце ряда последний столбик без накида провязали, воздушная петля подъема, разворачиваемся и начинаем вязать полустолбики. Точно так же со второй петли от крючка в каждом ряду вяжем столбики, изнаночный ряд столбики без накида, лицевой ряд полустолбики. Думаю, что дальше вы справитесь самостоятельно. Вот так лицевые ряды вяжем полустолбиками, изнаночные столбики без накида. И провязываем так на высоту нашего язычка. Я провяжу всего вот сюда наверх. Вот так 12 рядов столбики без накида и 12 рядов полустолбики. То есть всего 24 ряда язычок. Когда язычок мы закончим, вот здесь ставлю маркер, опускаю нить вот сюда вниз. И со следующей петли от первой вот так аккуратненько прокладываю нить. И вот здесь на боковой части, вот здесь начинаем вязание, вот здесь у нас первая петелька после нее. И провязываю столбики без накида по всему периметру язычка. Делаю просто обвязочку. Аккуратненько вот так выравниваем края язычка, чтобы он был ровненький. В каждый рядок провязываем столбик без накида. Там, где у нас были в столбике изнаночные, столбик без накида, и в лицевой столбик без накида. Идем вот так до угла доходим. А на углу угловую петлю провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. И в эту же угловую петлю добавляем еще один столбик без накида, для того, чтобы угол у нас не стягивало. Я думаю, что это тоже несложное такое задание, которое каждый может выполнить самостоятельно. Сделать обвязку язычкам. Сейчас мы вместе с вами дойдем до угла.
Провязываем вот здесь последние петли, столбики без накида. Не забываем, что у нас там нить протянутая, нить должна быть ввязана. Мы ее ввязываем сюда, в этот ряд, чтобы она у нас не осталась болтаться. И вот здесь в углу провязываем угловую петлю вместе с петлей, которая у нас на маркере. Вот так снимаем петлю на крючок. Провязываем все 3 петли на крючке вместе. И в эту же петлю провязываем еще 1 столбик без накида. Все, дальше переходим уже на верхнюю часть и делаем обвязку по верхней части. На той стороне точно так же в угловой части мы провязываем в угловую петлю 2 столбика без накида в одну петлю. Тогда у нас язычок будет ровненький и не будут углы стягиваться. Я думаю, что мы сегодня на этом первую часть закончим, вот на обвязке язычка. И следующую, вторую часть вы будете смотреть на канале. Буквально через пару дней я ее поставлю. И как только она выйдет под этим видео, я сразу размещу ссылочку на первую часть. Ой, на вторую часть, которая будет. А под второй частью я поставлю ссылочку на первую часть. Вот доходим до следующего угла. Провязываем сейчас угловую петлю. И в эту же петлю провязываем еще 1 столбик без накида. И опускаемся вниз. Здесь внизу до последней петли провязываем последний столбик без накида. По боковой части провязываем 2 соединительных столбика. 1 столбик. И провязываем еще 1 столбик без, соединительный столбик, извините. Здесь по боковой части 2 соединительных столбика. Еще 1 соединительный столбик, и нить эту можно обрезать. После того, как конец нити мы обрезали, его нужно протянуть на изнаночную сторону и спрятать в вязании. Все, вот так у нас готов теперь язычок. А во второй части мы с вами уже провяжем боковые части, обвязку сделаем и свяжем шнурок. Шнурок очень красивый и подойдет, в принципе, для многих моделей обуви. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, и пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Не забывайте. А я рекомендую вам также посмотреть другие видео на канале. Сейчас вы увидите ссылочки на эти видео, и вы можете какую-то другую модель для себя подобрать. Желаю вам ровных и красивых петелек. До новых встреч!